4 сентября карельская армия финнов начала решительное наступление на Олонецко-Свирском и Петрозаводском направлениях. Уже 7 сентября передовые части противника вышли к реке Свирь у Ладейного поля. К 24 сентября, после упорных боев в районе Сямозера, Пряжи и Святозера, части двух армейских корпусов финнов вплотную подошли к Петрозаводску с запада и юго-востока. К концу сентября стало ясно, что город удержать не удастся. Последняя попытка остановить финнов на ближайших подступах к Петрозаводску была безуспешной. Превосходящим силам противника противостояла группировка численностью до 18 тысяч человек, почти без тяжелых вооружений. В ночь на 1 октября части гарнизона оставили Петрозаводск, отходя в направление Кондопоги. Альтернативой была капитуляция советских войск. Захват города, переименованного в Яанислину, крепость на Онеге, вызвал в Финляндии взрыв ликования. Яанислин становилась столицей финской Восточной Карелии. В честь исторически значимой для финнов победы в захваченном городе был проведен военный парад. В ходе летней осенней кампании 1941 года финские войска за 5 месяцев оккупировали 2/3 территории Советской Карелии. Стремительное наступление захватчиков осенью 1941 года не позволило заблаговременно эвакуировать все гражданское население Союзной Республики. На оккупированной финнами территории осталось примерно 86 тысяч человек, из них более 50 тысяч славянского и примерно 36 тысяч финно-угорского населения – карелов, вепсов и финнов. Главной целью оккупантов было создание чистого в расовом отношении государства – Великой Финляндии, в котором предстояло жить только национальному финно-угорскому населению. Все остальные, преимущественно славяне, подлежали депортации на территорию южнее реки Свирь. Более половины славянского населения и неблагонадежные карелы были изолированы в 14 концлагерях, расположенных по всей Карелии. Кроме того, по неполным данным, на оккупированной финнами территории действовали 15 тюрем и иных исправительных учреждений, 23 трудовых лагеря и аналогичных им трудовых подразделений. Крупнейшим лагерным центром оккупированной Карелии являлся Петрозаводск. Зимой 1941-1942 годов в 6 концлагерях города находилось почти 20 тысяч человек. Я помню так немножко тот день, я маленькая была совсем, чуть помню, когда война вступила на наш порог дома. И помню дальше. Едем на какой-то лошади, куда-то нас везут. Но мы уже слышали, что война началась, а пока еще не видно было. И вот на лошади везут куда-то, останавливают. Ну, еще наши русские говорят, дальше нельзя, там уже финны. В один из дней, это ноября, когда выпало достаточно снега, мы с братом пошли на заготовку дров рядом в лес и увидели, что, значит, вокруг нашей деревни прошла лыжня, уплотненная такая лыжня. Ну, мы так и подумали, что, значит, где-то финская разведка уже сделала, так сказать, проложила этот путь. И где-то в 11 часов дня уже мы увидели длинную очередь в белых халатах, подходящих к нашей деревне, значит, финнов. Видны были только их загорелые лица и автоматы, которые висели у них на груди. Хорошо было видно, как горит зарево, огромное такое зарево. И отец сказал, это горит Ладейное поле. Это значит, бомбили Ладейное поле. В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, и финны превосходящими силами шли на Петрозаводск, Петрозаводск эвакуировался весь через водные пути на баржах, которые брали буксиры и через Онежское озеро вглубь страны. Нам не удалось сесть на баржи. Очень много было народу.
Но вот началась война, операция в зоне вакуум, и оттуда начали выселять. И всех нас повезли. Лично нам сказали, маме, в 12 ночи собраться, в 6 утра взяли. То есть она ничего не могла собрать. Даже золотые сережки на стол положила, единственное богатство, и то оставила. Только взяла перину и машину «Зингер». Куда нас должны были эвакуировать, я не могу сказать. Там в Вологду или куда, я не могу сказать. Но дело в том, что баржу разбомбили, но нам повезло, что ее бомбили в канале. Если бы в открытом озере, то, значит, мы бы не беседовали с вами сейчас. А в канале она осела, и до берега было недалеко. И люди, конечно, эти обломки там досок, все сделали трап, и мы спускались на берег. Ну, конечно, раненых, убитых было очень много. Нас повезли в эвакуацию, когда вот, пароходик тянет баржу, финны налетят, начнут самолеты, да начнут бомбить. Пароходик отцепит тросик и уедет. Бомбежка кончится, он опять тросик вернется, тросик найдет, подцепит нас и повезет. И в один прекрасный раз отцепил и не вернулся за нами. И мы замерзли в этой железной посудине во льду. Сначала хоть можно было воду доставать, а когда этот лед замерз около этой железной посудины, да, когда финны заняли это место, вот, и стали выводить живых, и следом вывозить трупы, замерзшие трупы, несколько машин вывезли из баржи, потому что ни воды, ни еды, ничего не было. В железной посудине было набито людей столько, сколько влезло туда. Настолько шли быстроходно война, и в районе, не подходя Шолтозера, финские войска пересекли дорогу, и мы попали на оккупированную территорию. Мы попали в 5-й лагерь. Тут было несколько лагерей. Вот, и нас поселили за проволоку в 5-й вот этот лагерь. И ровно 4 года мы прожили за колючей проволокой. Единственное, помню, что куда-то привезли, много народу, сразу все отбирали у нас. В общем, мы плакали, только вот это я могла запомнить, что очень плакали, и главное, было очень холодно. Нас поселили в комнату, комната, наверное, была 25 квадратных метров. Там народу битком. Там 4 семьи помещено до нас еще. И вот что же сделалось? В этой комнате еще жила семья. Семья была бабушка, женщина и ребенок маленький. Ребенку было, наверное, годика 2, наверное, в коляске. Откуда коляска у них была, кроватка такая деревянная. Ребенок плачет, бабушка лежит больная уже, мать волнуется, кормить ребенка нечем. Мы-то, ладно, еще на ногах приехали, да, питались деревню, да там наши еще не остыли от такого голода, ничего. Эта семья, бабушка умерла, мать умерла, остался этот ребенок. Мама, значит, никому он не нужен. Куда его выбросить на улицу, что ли, живого? Мама сказала, ладно, нас 6 детей, пусть еще, говорит этот ребенок, давайте не бросим мы его. Может, будут что-нибудь давать, и пусть он тут с нами живет. И вот запомнился момент, знаете, нас повели. Баня, не баня, наверное, больше санпропускник вот такой построен. Мы туда заходим. Ну ладно, нас, маленьких, всех обстригли с машинки, волосы сняли. Потом начали стричь наших родителей. Ну, что такое, вот женщины молодые, они же были 30 с небольшим, даже 30 не было. Понимаете, такие молодые матери. И везде стоят финны. Вот их выстрелили наголо. Потом загоняют вот в эту, такая комната, ну, баня. Вот как, сегодня можно подумать, это вот как сауна. Заходишь, вот так, значит, закрываются двери обе. Вот, например, тут дверь, и с этой стороны дверь. Закрывают дверь, и вдруг туда нагнетается тепло. Так стало жарко, что мы все, дети, легли на пол. А туда и мужчин, и женщин, ну, мужчин не было. Ну, вот дедушка со своими, с нами. Значит, парни какие были тут уже не разбирались. Все в одной бане вот в этой. Потом какое-то время вот тут нас прожарили, потом открывают эти двери, значит, дали воду, и мы помылись, ушли. Значит,
Вы знаете, вот тогда как-то мы этого недопонимали. А вот сегодня стоит молодая женщина, голая, а стоят с той стороны финны и здесь парни, молодые же, и смеются над ними. А куда спрятаться? Вот так это. Нас ставят перед собой, чтобы, значит, такое унижение было страшное. Потом пришли домой, значит, у меня сестра была такая постарше, юморная. Ну что расстраиваетесь? Ты на Булганина похож, ты на Калинина, значит, этих своих теток всех. Ну, как вы, вот какие вы красивые стали. Понимаете? Ну, жизнь есть жизнь. Женщины боялись, что как только книга есть, и вошена, все тукки почты, волосы на глаз, поэтому боялись. А вывести-то не было ни мыла, ничего, как это? Если вы за лавкова были, так еще лавком мыли, так вот. Все, тукки почты, волосы выстригут. И все. И походят одежду, всю, значит, вот была параллель, это, все вешано, и жарилку туда. И тебя, там мужчины, женщины, этот дом идет, там всех без разбора. Финны боялись эпидемии, вшивость была очень большая. Вшивость такая была, что снимали, когда белье, то жарили там, так там ворох этих вшей на полу потом оказывался. Выгребали прямо лопатами. И даже там, потом уже мне говорили, что там вшивый барак был. Кто уже не мог от вшей вот этих спастись, то их так загоняли в отдельный барак, и там они погибали. Внутри лагеря режим был исключительно жестким. Для провинившихся существовала целая система наказаний, прямо запрещенная законами ведения войны. В зависимости от проступка женщины, дети и старики, независимо от возраста, подвергались телесным наказаниям. Свидетели этого сообщали, что экзекуции длились на протяжении всего дня. Также охрана лагеря имела право использовать оружие в отношении всех тех, кто несанкционированно выходил из лагеря. Взрослые заключенные могли быть расстреляны, в том числе за неподобающее отношение к охране лагеря. Система наказаний была установлена уставом. И ее они рьяно исполняли, а некоторые еще и с удовольствием. И я видела, как финн стал брать плетку. А я говорю, нельзя так над узким делать. А сама в ногу побежала к дверям. И не думала, что двери закрыты, не закрыты. И на мое счастье, двери были не замкнуты на ключ. Я выбежала на улицу. Правда, меня никто не пошел, не вышел до этого, что вернись, Леша. Я убежала домой. А сестренка осталась. Она пришла позже меня, вся в слезах, и ей сколько-то розгов дали. Раньше боялись к проволоке подходить, потому что написано было разговор, и выход запрещен под угрозой расстрела. Поэтому мы боялись подходить. Брат часто уходил к проволоке, очень часто мы все время боялись за него. Ну вот, что они уходили, там хулиганили, наверное, где-то, но главное, искали еду, чтобы чего-то поесть. Иногда, бывало, приносили немножко что-нибудь. Утром приехала телега за мной, а я взял, спрятался со всеми. Тут две сестры, это старшая, вот Алевтина, там еще Людмила была. Спрятался и не выходили оттуда. Они приехали, значит, и не взять никак. Мы под фундаментом, там дырка такая. Спрятали. А когда, значит, привезли эту колонну заключенных с работы, ну и там мать была в этой колонне, да, вызвали, скажут, Никона, Вера, Матвеевна, выйдите из строя. Офицер там, значит, он по-русски умел разговаривать. Она вышла, он пистолет ей подставил к виску и сказал, вот так, давай, считай до 3. Если твой сын не выйдет сейчас оттуда, то я тебя застрелю. Ну, она взмолилась, сынок, миленький, выйди, пожалуйста, у меня еще ведь 4, говорит, значит, вот. Значит, ну, мне пришлось выползти. Да, вот еще помню момент очень, как застрелили мальчика у проволоки. Как вы видели мы, я не знаю, это как, вот и со стороны я помню, что у проволоки, вот у самой даже не туда, а вот у проволоки застрелили мальчика. Видимо, зачем-то полез или что-то. Обращались всяко. Где в какой зоне попадешь. Даже дадут послушать, что русские наши говорят по радио. Даже вот было такое, вот нас этого Певски возили там
было у них на втором этаже. Помню, как сейчас вместо мамы, мама работала, а вместо мамы я поехала работать, они возили нас на машине. Вот мы туда приехали, и вот нас трое было девочек, и вот они слушали, даже сказали, вот послушайте даже. А некоторые даже командовали. Разные были, разные да. были. На работу возили, конечно. Я работала, например, вначале на сплаве. Вот как сплав, бревна тащили лебедкой с озера. Ну что, девчонка, не одеть, не обуть, не есть, не пить. Дома сидишь. А потом, значит, куда же меня? Потом этот сплав кончился, на Болотной там лебедкой тащили бревна. Какие там сапожонки, какие-то туфельки были на ногах. Ни перчаток, ни рукавиц, ничего. А сестер, вот две сестры мои, 16 и 18 лет было, да, их уже гоняли на лесозаготовки. Ну, кто-то рубил лес, а они там собирали ветки. Там, ну, трудно было. Цингой болели обе. Весной сырость, холод. Утром нас вывели на площадку против этого третьего барака, где свозились все нечистоты с туалетов лагерных. Нас заставляли, дали нам лопаты и заставляли рыть ямы для того, чтобы убрать все эти нечистоты и засыпать. Сестра работала, она с 26-го года, на 3 года старше меня. Так они на лошадях, такие волокуши были сделаны, и вот где-то бревна, погрузят бревно на эту одним концом, закрепят и везут через весь город, где пилорама, чтобы там пилили. А говорит, если плохо закрепят это бревно, бревно выпадет. И плачем, а финны смеются. Родителей сразу заставили работать. Мама работала, то есть ее заставили, как ее обязали, как это называется, на лошади-то извозчик или как вот извозчиком, да, работать. Но в основном работали, вывозили трупы. На санях вывозили в пески, там еще куда-то трупы. И вот один такой момент, я этого не помню, конечно, но я помню, что мама всегда утром уходила и очень поздно, очень устала и приходила. Ну вот. И однажды, значит, ее принесли. Оказалось, что когда она везла очередную телегу там с чем не знаю, сдохла лошадь по дороге. И вот ее, видимо, финны признали, что, может, она виновата, там загнала или чего, и ее очень избили. Она потом лежала несколько, прямо недель. Не могла ходить на работу, потом ее в больничку брали, потом обратно. То есть вот такой эпизод, что мы очень плакали, она лежала прямо плашмя на животе, то есть не могла ни двигаться, ничего. Санитарно-гигиенические нормы в лагерях не соблюдались. Не было постельного белья, люди спали на том, что они могли принести с собой в момент заключения. Такой режим, отсутствие нормальных условий быта, возможности приготовления пищи и низкая ее калорийность – все это вызывало быстрое истощение физических и душевных сил заключенных, а также приводило к высокой смертности. Все время хотелось есть, все время. Хотелось есть и холодные, и голодные. Вот. Выходить я не помню, чтобы я выходила куда-то много, потому что, видимо, маленькая была, видимо, еще не очень. Выдавали, в нашем лагере выдавали в день ложку муки на человека. Ну, выдавали ее, допустим, на неделю там, или на 3 дня. Весь первый год, 42-й, лежали. Я лично лежала, маленькая была, есть было нечего, давали на день только 3 галетины. И больше ничего. На каждого члена семьи нам давали кило 250 муки. Ну, как правило, эта мука не то, что мы сейчас берем. Ну, килограмм муки – это пакет, чуть побольше. И вот наши матери
честь и хвала матерям, находили добавки к хлебу, пекли сами хлеб, распределяли ее по времени. И вот мы, значит, вот получив вот какой-то кусок хлеба в день, значит, вот, жили. И вот сегодня вот так, когда вспомнишь и думаешь, как вот мы смогли вот выжить вот в такое трудное положение. Хорошо я запомнил еще то, что вот, ну, папа у меня всю жизнь с лошадьми возился в колхозе, крестьянин, как говорится, то он где-то на вышке дома нашел ремень свиной, ну, из шкуры свинины, свиной. И вот потом мама рассказывала мне, что папа, значит, нарезал тонко-тонко вот этот ремень свиной, и из него делали студень, холодец, как сейчас говорят. И это мы вот ели. А иногда нам давали что-нибудь, значит, финны. Не все попадались, видимо, такие. И я очень хорошо помню момент, когда я поднимаю свое платьишко, и туда ковшиком вот блестящий, вот как теперь у нас нержавеющая посуда есть такая, вот фирменная, вот такой блестящий ковшик, мне в подол сыпют, а чего не помню. Мука или крупа или что-то такое. Вот такое осталось в памяти, что с такой радостью я это держу, это платьишко, узелок свой, и иду домой. Ну, давали на всех, меряли там ложками это муку, так, там большие, маленькие, одинаково всем. Было вот, когда бабушка в 42-м году умерла, и обычно вот покойник, когда лежит, там, значит, чашечку чая ему ставят. Я даже все время вот мучаюсь вопросом, что где достали заварку бабушке чашечку поставить, потому что ничего не было. Видны были впереди картофельные поля, и некоторые даже вот пытались там хоть картошинку или что-то добыть. Вот мне запомнилось, что мы эту картошку через мясорубку пропускаем, а я пальчиком туда прижимаю, и вот палец стал даже кривой, и у меня палец попал в мясорубку немножко, вот этот след остался. Женщин гоняли в город уборкой заниматься, распиловкой дров, есть фотографии, которые об этом говорят, то по пути они под угрозой, опять же, наказания могли посмотреть в помойных этих ямах, если находили скелеты там этих селедки или что-нибудь, какие-то отходы, то они приносили и добавляли в эту похлебку. Ну, тяжело было, что говорить, там всего было. Да, крысы ноги кусали, спали когда, потому что в матрасах в этих в опилочных вот сидишь, на полу, да, матрасы на полу. И они эти сидят, они тоже есть хотят. Они лежим, они за ноги нас кусают. Народу много было в квартире, в комнате-то в этой. Я лежу, смотрю на пол, и по полу бегают мыши. Я так испугалась, ну вот, и боялась ноги опустить и выйти туда. Игрушек, конечно, никаких не было, но мы собирали, там попадались стеклышки цветные, либо камушки красивые, вот все, что у нас было. Я со своим другом стащили, честно говоря, у финнов велосипед. И на причале, который финны строили, мы его на проволоке опустили в воду, что когда, значит, наши придут, освободят, у нас будет велосипед. Любили ходить в церковь. Почему ходили в церковь? Там ложечку дадут воды сладкой и кусочек хлеба. Это причастие. То если кто бывал сегодня в церкви, то знает, как это бывает, значит, что. И вот я все вспоминаю, что старшие сестры уже пошли работать, а я была среди них, у меня меньше меня было еще их трое, я с ними. И мы играли, мы только играли в церковь. Мы стояли у иконы и молились. Разве сегодня дети играют так? А мы, значит, молились, чтобы война кончилась, чтобы наши вернулись. До 1943 года эти лагеря назывались концентрационными. После этого по политическим причинам из-за давления международной общественности лагеря были переименованы в переселенческие. Такое название они носили до конца войны. С одной стороны, они не были предназначены для физического истребления людей.
Здесь не было печей и газовых камер для уничтожения гражданского населения. С другой стороны, в лагерях был организован такой режим содержания женщин, детей и стариков, что смертность превысила естественные показатели примерно в 10 раз. Из порядка 20 тысяч заключенных, которые содержались в 6 концлагерях Петрозаводска, к лету 1942 года умерли от голода и болезней 3500 человек. Каждый день кто-то умирал. Страшнее не было ничего. Вот только утром просыпаешься и слышишь, там вот опять там умер. И вот возят все кладбище, там в Песках есть. Когда наш день, там 11 апреля, выезжаем туда, там, вот сейчас тоже недавно были, там все могилы. Столько, цифру не помню, но очень-очень много умерло. Увозили сразу много трупов, то есть не одного, там двоих, а много. В основном хоронили в Песках. Хоронили, если по рассказам, вот как говорят, то хоронили даже вот друг на друга, вот буквально там это много, ведь очень-очень много захоронено в Песках у нас. Особенно много детей, но и пожилых людей. И в нашем бараке каждый день 2-3 человека умирало. Вот дедушка умер, вот мама ходили, хоронили вот эти дочери его. Вырыта яма большая, вот, наверное, с эту комнату. 5 гробов друг на друга. Дедушка был 5-й, понимаете? И потом они же зарывали вот это. Это вот такая братская могила. И когда идешь в Песках, значит, вот как говорят, мы знали, что мы идем по костям. Здесь сплошная, вот кончили одну зарывать, рядом копают другую. Почему вот лагерь в Песках очень много похоронено. Вот только помню, что я лежала напротив, бабушка пониже, я повыше, вот смотрела на нее, что она лежит уже умершая. Потом я видела помню этот гроб, что в чем бабушка одета. Кофточка мелкими, темная кофточка вот, мелкими цветочками и юбка темная. С 5-го поселка Пески пешком. Сейчас мы даже не представляем, что голодные, изможденные дети должны были туда идти, там отрывать определенные 2 метра ров, правда, грунт там песчаный, поскольку это пески, и готовить место для захоронения очередной партии покойников. В 1944 году, после освобождения Петрозаводска, на кладбище Пески чрезвычайная комиссия проводила эксгумацию, и было обнаружено 39 могил, захоронений таких общих, в которые вот похоронено более 7000 узников. Концлагеря в Петрозаводске функционировали вплоть до освобождения города. 20 июня началась наступательная операция Красной Армии со стороны реки Свирь. Финны оставили город без боя. Охрана лагерей, комендант города, вся администрация на поезде уехали через Суоярви в Хельсинки. На этом завершилась оккупация Петрозаводска. Ну и, конечно, вот памятный день освобождения, когда, видимо, ушли финны, и когда еще ворота не были открыты, а вот какие-то все возбужденные были. Тетя Таня, крестная, вставайте. Колопай, почему? Финнов тогда этих белофиннов звали Колопай. Колопай ушли, значит, никого нету. И мы все пошли на площадь Кирова. Но все было кругом заминировано. И если были случаи, что дети побегут и на минах подрывались, что-то красивое положено, ребенок подбегает, берет и взрывается. И вот нас мама так держала, мама меня крепко за руку, что никуда не уходи. В июне 1944 года прошли слухи, пацанье все где-то слышала, где-то, значит, вынюхивала. Говорят, сегодня будут нас бомбить и взрывать вот этот железнодорожный мост. Но и наши матери вот так вот нас всех в кучу под лестницей, под какой-то, вот я даже чуть-чуть помню, не только по рассказу, вот нас вот так вот, как курица, цыплят, вот так охраняли, что если сейчас умрем, то все вместе. И вот утро стало расцветать. Все дрожим, страх страшный, сколько пережито. Вдруг наши пацаны
прибегают и кричат: «Не бойтесь, выходите!» Мы бегали далеко, финнов уже нету. И как раз мы из лагеря все побежали к озеру. Обуви-то не было, на ногах были какие-то деревяшки, что ли. И я, видимо, их потеряла. Это 6-го лагеря надо было через железную дорогу перебежать. И вот я до университета добежала, и здесь-то книгу нашла 100 марок. Но думала, что деньги какие. Но они, конечно, потом уже не пригодились. И причем погода была очень солнечная, теплая погода. Мама на работе, сестра ушла в город. А мне пришлось остаться дома, потому что платье нарядное, а на ногах сандалии, которые подошва проволокой прикручена, чтобы не отваливалось. Ну как так в таких сандалиях пойдешь на площадь Кирова праздновать победу? И я сидела на заваленке, на солнышке. А это был июнь, 29 июня. Мы все были на площади. Вы представляете, что такое 3 года жить? Вот приехать в этом платье, а нас на 2 недели повезли. Все мы рваные, все мы худые. Ладно, худые, что одежда это вообще, ну... А такие счастливые глаза, когда видели вот это, освободители идут, капитан идет, красивый такой, нам казалось, что он весь в цветах был. Здесь было на площади много цветов. Но наши же мамы садили. Этот момент трудно восстановить даже в памяти, насколько вот здесь была площадь, радовалась и плакала. Галина Захаровна Санько сделала известный снимок «Узники фашизма» 1944 года, когда она добралась до Петрозаводска в дни освобождения. Она была военным корреспондентом и сделала снимки как раз в нашем 6-м концлагере, группу разных много, 75 снимков в нашем национальном архиве есть ее снимков. В том числе известный снимок «Дети у колючей проволоки, как узники фашизма». И вот он, этот корреспондент, сфотографировала, значит, вот эту девочек, которые находились за колючей проволокой. Ну, видимо, попросила подойти и сфотографировала их. И вот там оказалась Клавдия Нюпела. В 1966 году эта фотография, вернее, 2 фотографии, фоторепортаж 1944 года и 1966 года она приезжала в Петрозаводск, получил гран-при, главный приз «Интерпресс-фото 66». Оценка финской оккупационной политики может быть дана только одна. Учитывая трагический итог и большое количество жертв в концлагерях, действия финских захватчиков можно охарактеризовать этноцидом и геноцидом. Понимая, что они совершали преступления против человечности, ключевые фигуры оккупационной администрации бежали из Финляндии. К сожалению, преступления этих людей остались безнаказанными. Прошедшие через концлагеря, прожившие свои детские годы в лишениях и болезнях, переносившие неимоверные тяготы люди вынесли из этих лет свой собственный опыт. В отношении между странами не может быть идей, связанных с превосходством одного народа над другим. Мы обязаны усвоить и передать нашим потомкам этот важный урок. Война – великая трагедия для большинства людей, и мы обязаны не допустить ее повторения. Очень этот праздник – это наш самый любимый праздник. Мы этого дня ждали, это ж вообще мы ждали каждый день, каждый час. Обязательно выхожу к вечному огню, встречаемся там с друзьями. Вот. А часто встречаемся с узниками. У нас ведь есть, где можно всегда прийти, определенное небольшое помещение, но все-таки мы всегда, и нас не забывают. Еще у нас есть памятный очень день, это 11 апреля, Международный день освобождения узников. Мы уже 23-й раз ежегодно проводим панихиды у мемориала жертв концлагерей в Песках с участием православной церкви, куда собираются теперь уже там 200-150 человек. Война – дело плохое. Лучше бы ее не было. Больше никогда не надо войны. Пусть мирно все договаривается. Как сегодня.